Приветик, девчонки! Сегодня я подготовила для вас разговорное видео на тему, как заполучить уверенность в себе, особенно когда ты подросток и тебе 15 лет. Это будет теговое видео, вопросы которого придумала Ярослава. У нее тоже есть свой канал на YouTube. Обязательно зайдите к ней. Она очень положительный и жизнерадостный человек. Она живет в Лондоне, рассказывает о жизни Лондона, о всяких женских штучках. В общем, очень интересный канал. Я очень часто к ней заглядываю и думаю, вам будет тоже очень интересно. Ссылочка будет в описании. В общем, давайте, наверное, начнем ответы на вопросы. Итак, первый вопросик. Какой ты была в 15 лет? Опиши себя. Меня очень часто спрашивают, вот ты всегда была такой худенькой, спортивной и так далее? Нет, не всегда. Я не была, во-первых, полной, я была какая-то, обычный среднестатистический ребенок, 15 лет. Но и тоже как-то спортивного телосложения мне никогда не было. То есть я никогда не ходила ни на какие спортивные кружки, там, хотя очень хотела, я всегда просила маму, мама, отведи меня на какие-то танцы или, не знаю, гимнастику. Я очень хотела на гимнастику идти. Очень хорошо помню момент с косметикой. Я очень хотела краситься, начать краситься, да, потому что все девочки в классе уже начали там волосы подвивать, там, в 14-15 лет, там, какие-то губки накрасить и так далее. А мне папа, я помню, очень строго-настрого сказал, что ты начнешь краситься только в 16 лет. И вот он как поставил мне эти 16 лет, и все, как хоть убейся об стенку, но ты не будешь раньше краситься. И что вы думаете? Я у бабушки забирала какую-то помаду а-ля там какая-то Красная Москва, или я не знаю, как они честно называются. Я забирала эту помаду у нее, что-то там мутила себе какие-то румяна, смешивала с кремом каким-то для рук. В общем, что я только не делала, я в нычку покупала эту косметику, где-то у нее там запрятывала за домом в каком-то кирпиче, заходила за дом перед школой, накрасилась там и пошла себе в школу, красавица такая. Причем, вы можете представить, как выглядел этот макияж мой в 15 лет. Там был боевой раскрас, и в школе я была королева. Следующий вопросик. Была ли у тебя неуверенность в себе и чего это касалось? Что не нравилось в твоей внешности? Я была очень неуверенным подростком, и у меня до сих пор остаются какие-то нотки такой неуверенности в плане того, что мне очень тяжело себя чувствовать в какой-то аудитории, допустим, где много людей. Вот да, общение с людьми, мне все равно какой-то барьер стоит между человеком и мной, незнакомым. И мне все равно тяжело дается какое-то вливание в коллектив, да, если можно так сказать. Что касается внешности, то я не скажу, что я там сидела, рыдала в подушку и так далее. Я как-то адекватно себя оценивала. Я не плакала, что у меня жирные ляхи или что-то в этом роде. Было, в принципе, все нормально. Единственное, что я помню, что я постоянно не понимала, почему у меня такой курносый нос. И, я постоянно просто сопли вытирала вот так вот. И мне бабушка сказала, у тебя нос такой из-за того, что ты вот так вот сопли вытираешь. Вот по поводу размера ноги, потому что у меня размер ноги где-то 40-41, да, довольно-таки большая лапа. Из-за того, что мне еще было тяжело подобрать обувь, мне казалось, что у меня вообще какие-то огромнейшие ноги, и постоянно как-то, не знаю, я комплексовала по этому поводу. Третий вопросик. Нравилось ли тебе учиться в школе? Вот до класса 10 или 9 мне очень не нравилось учиться в школе, потому что дети были сумасшедшие. У нас, наверное, был самый тупой класс во всей школе, потому что особенно вот этот переходный возраст, это было как раз, да, именно 14-15 лет, у нас просто все сходили с ума. То кто-то с кем-то дерется, а я в драках была участник номер 1. Я всех пацанов перебила. У меня было огромное кольцо такое с какой-то там брошкой или что там было. И я там им надавала. Один там прямо аж через парту перелетел. Я так этим гордилась. Да, была довольно-таки экстремальная у меня школа. Я вообще очень любила прогуливать уроки. Тем более все шли прогуливать, то есть как? Шли там или пиво пить, или за гаражи курить там, подростки, чем они еще развлекаются там, да. Я шла домой и смотрела «Дикий ангел». Я смотрела «Дикий ангел», потом я смотрела «Сейлор Мун», потом я смотрела какую-то там «Сакура». Я до сих пор, мы с Димой как-то недавно сидели, вспоминали эти мультики все старые. Боже мой, какая ностальгия. Вообще я очень любила позориться в школе. И у меня единственная подруга, она как раз моя одноклассница, и мы с ней постоянно вспоминаем эту историю. В общем, суть такова. В нашем буфете продавалось пирожное, оно было с вареной сгущенкой. Вы представляете это, пока я говорю, вареная сгущенка, да, такая темно-коричневая.
с орешками мелкими и с слоеным тестом. И, в общем, когда я его купила, мы пришли все в класс, учительница входит, все встают, здравствуйте. Я держу это печенье у себя в руке, и, ну, там, все, садитесь, дети. Мы садимся. И когда я села, я тут поняла, что печенья-то у меня нет в руках. И оказалось, что я на него села. Потом я сидела в этом классе, пока все не ушли. Я не знаю, уже начался следующий урок, а я сижу все в этом классе, никого нет, и только когда все ушли, я встаю. Эта подруга моя, с меня смеется, там вся в слезах от смеха. Я вот так вот, прикрываясь портфелем, доползла до туалета и как пыталась я это смыть с себя. Ну, в общем, вы можете представить эту картину, да, у меня на штанах или что там было, я не помню, коричневого цвета. В общем, я очень любила позориться. Это такое, как бы мелочи жизни еще. Было еще похуже что-то со мной. Но вообще, да, я любила школу. Следующий вопрос. Отношения с мальчиками. Нравились ли они тебе и нравилась ли ты им? В школе какое отношение у меня было с мальчиками? Да, я их била. Они пытались давать мне сдачи, но нет, у них не получалось ничего. В общем, у нас такие отношения были с мальчиками. Вообще, вот помните, наверное, у всех были, когда День Святого Валентина. Это такой загадочный день, все ожидают какую-то загадочную валентинку какого-то незнакомца. У меня было все гораздо печальней. Мне слали валентинки только девочки. И вот так вот у меня проходил День Святого Валентина. Но, конечно, когда были там 10-11 классы, были какие-то такие моменты смешные с мальчиками. Ну, такое, знаете, как записки перекидывается, там, передай. Вот это вот смешное тоже было. И там какие-то там объяснения в любви вот этой вот подростковой. Ну, тоже так, ну, не знаю, может быть, и нравилась я каким-то мальчикам, но я не помню, чтобы я была какая-то там красавица номер 1 в классе. 5-й вопросик. Что изменилось сейчас с того возраста? Ну, как вы знаете, что я уже замужняя женщина. Естественно, я не живу сейчас с родителями. И самое главное, что изменилось, это отношение мое с родителями. Это встреча с родителями, это какой-то праздник сейчас. Когда мы раньше еле-еле сживались, да, постоянно были какие-то ссоры, теперь мама думает: боже мой, что же тебе вкусненького такого приготовить? Не забывайте ценить своих родителей, свою семью вообще в целом, потому что это самое дорогое, что у вас есть. Друзья приходят и уходят, и не факт, что они там самые настоящие друзья в мире. Семья — это самое главное, что может быть. 6-й вопросик. Что помогло стать уверенной в себе? На самом деле я не считаю себя супер самоуверенной в себе, и вообще я не очень люблю таких людей, которые там супер там, самоуверенные в себе. Я не являюсь такой, но, конечно, если сравнить меня в 15 лет и сейчас, то, конечно, уверенности в себе прибавилось. И самая главная, наверное, причина этому — это мои ошибки. Если бы я их не совершала, не натыкалась каждый раз на грабли какие-то, то я бы не была такой, какая я есть. И очень главное в такой момент, чтобы возле вас были люди, которые вас поддержат, самое главное, и наставят на верный путь, помогут вам распределить, что хорошо, а что плохо. Потому что в 15 лет наш мозг как-то не очень понимает, что хорошо, что плохо, кому доверять, кому не доверять, с кем дружить и так далее. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное, слушайте своих родителей, они вам всегда подскажут только самое хорошее. Что еще мне помогло, так это фитнес. На самом деле, как ни странно, но когда, допустим, ты замечаешь, что у тебя есть какие-то результаты, там, у тебя фигура преображается, это не может не мотивировать и не может делать тебя какой-то более уверенной в себе. Конечно, когда, допустим, у тебя там какой-то целлюлитик или там ноги у тебя немножко дряблые, там животик висит, конечно, ты будешь неуверенной в себе, это логично. А когда у тебя все красивое, подтянуто, и каждый раз это все становится лучше и лучше, логично, что приобретаешь уверенность в себе. И это, наверное, тоже еще один такой момент в моей жизни, который полностью изменил мой характер. Ну и, естественно, я не могу забыть о YouTube. Это просто вообще школа жизни. И если вы сейчас думаете, снимать видео для YouTube или нет, становиться блогером или нет, не думайте, делайте, вы все равно ничего не потеряете. Это просто школа жизни. Это на самом деле придает столько уверенности в себе, поэтому это бесценный опыт в моей жизни. И каждый раз, с каждым годом, вот я уже 1,5 года снимаю где-то видео, и
Я все лучше и лучше себя чувствую как человек. Мне все легче и легче говорить, общаться с камерой в лесу одинокой. Но все равно так и есть. Мне легче становится общаться, и это обязательно придаст вам уверенности в себе. И последний вопросик. Что бы ты посоветовала себе, тогдашней 15-летней девчонке? Если бы я сейчас себя встретила в 15 лет, то я бы себе сказала: найди себе нормальных друзей. Никуда не спеши, всему свое время. Вот мой папа постоянно всегда говорил эту фразу: всему свое время, никуда не спешите. Зачем подростки постоянно спешат закурить, чтобы стать покруче, похудеть, чтобы стать красивой? Вам 15 лет, вы только начинаете формироваться. Куда вы спешите? У вас вся жизнь впереди. Все спешат там, не знаю, начать с парнями встречаться, чтобы они были уже взрослыми. Зачем вам это нужно? Развлекайтесь, у вас самый лучший сейчас период жизни. Цените каждый день свой, не знаю, но это просто на самом деле смешно со стороны смотрится. Всегда пытайтесь на себя посмотреть со стороны, как это все смешно выглядит. Когда вы там, допустим, начинаете краситься, там, как, не знаю, какая-то, не знаю, арлекино какой-то или что-то в этом роде, или там нарядитесь в какое-то платье бальное и пойдете там за буханкой хлеба. Ну просто тоже подростки всегда стараются вырасти побыстрее. Зачем это нужно, я не знаю. Не спешите. Ну что, девчонки, вот такой вот у меня тег получился. Надеюсь, мои ответы вас как-то вдохновили. Если особенно вы подросток, которому 15 лет, то надеюсь, вы что-то полезное для себя узнали. Я знаю, что такой тег будут снимать другие блогеры. Обязательно посмотрите их версии, их ответы на эти вопросы. Я думаю, это очень интересный такой способ узнать блогера немножечко с другой стороны. А я с вами встречусь в новых видео. Всем удачи. Пока!